Из 400 воров в законе, которые правили криминальной Россией, на свободе осталось 30. Остальные либо в земле, либо за решеткой, либо бежали из страны. То, что не смогли сделать ни ГУЛАГ, ни КГБ, ни бандитские войны 90-х, государство сделало за 10 лет. Одним законом, одной статьей и абсолютной политической волей. Это история о том, как умирал последний, настоящий преступный мир. Чтобы понять, что было уничтожено, нужно понять, что было создано. Конец 20-х годов. Советский Союз строит систему лагерей, которой мир еще не видел. Миллионы людей, политические, уголовники, случайные жертвы оказываются за колючей проволокой. И именно здесь, в этом аду, рождается то, что потом назовут воровским законом. Профессор Оксфорда Федерико Вареза, один из главных исследователей русской мафии, пишет: «Воры в законе – это особый тип преступника, возникший в советских трудовых лагерях. ГУЛАГ стал ключевой предпосылкой для формирования этого общества как национальной сети». Есть любопытная теория. Исследователь Александр Сидоров считает, что основу воровского кодекса заложили бывшие белые офицеры, те, кого советская власть бросила в лагеря после гражданской войны. Военная дисциплина, иерархия, кодекс чести, пощечина как наказание – это офицерская традиция. Карточная игра – аристократическое занятие. Даже ранние клички – граф, барон, князь. Воровской закон состоял из 18 правил, и каждое из них было написано кровью. Никакого сотрудничества с властью, никакой легальной работы, никакой военной службы. Обязательная поддержка общака, общей кассы. Нарушение каралось 3 способами. Пощечина за мелочь, дать по ушам, понижение в касте и смерть за предательство. Первый кризис случился после Второй мировой. Сталин предложил зэкам сделку: воюй и получишь сокращение срока. Многие воры согласились. Нарушили главное правило – запрет на военную службу. Когда война закончилась и они вернулись в лагеря, чистые воры назвали их «суками», и началась бойня. Писатель Варлам Шаламов, который видел это своими глазами, подробно описал: лагеря разделились надвое – зоны для сук и зоны для воров. Людей резали, душили, забивали насмерть за сам факт принадлежности к чужой стороне. Эта война продолжалась 10 лет и почти уничтожила оригинальное воровское сообщество. Запомните эту деталь, потому что государство уже тогда нашло способ сломать воров изнутри, стравить их друг с другом. Этот прием будет использоваться снова. Но настоящий расцвет наступил после распада Советского Союза. 1991 год. Союз рушится. Государства нет. Полиции нет. Закона нет. И в этот вакуум приходят те, у кого есть структура, иерархия и готовность убивать. Воры в законе. По некоторым оценкам, до 40% экономики России оказалось под контролем организованной преступности. Только в Москве в 1993 году 1400 человек погибли в криминальных разборках. Сам Ельцин признал, Россия превращается в сверхдержаву преступности. На пике их было больше 1000. Коронованных воров в законе. У каждого своя территория, свой общак, свои бойцы. Ключевая фигура – Вячеслав Иваньков, япончик, коронован в 1974 году в Бутырской тюрьме. Стал первым русским вором, осужденным в Америке. ФБР арестовала его в Нью-Йорке в 1995-м за вымогательство. Вторая фигура – Аслан Усаян, дед Хасан, езид из Тбилиси. Коронован в 1957 году, в 20 лет. К 2000-м он стал верховным арбитром всего криминального мира. Его офис располагался в ресторане на Поварской улице в Москве. Он ездил туда в сопровождении 10 телохранителей на 3 бронированных внедорожниках. И вот что важно понимать. По национальному составу среди воров доминировали грузины. Из 432 идентифицированных воров 242 были грузинами. Русских всего 51. Это не криминальная статистика. Это политический факт, который позже сыграет ключевую роль. 28 июля 2009 года. Около 7 вечера. Москва. Хорошевское шоссе. Ресторан «Тайский слон». Япончик выходит на улицу.
В этот момент из фургона «Газель» с поддельными номерами снайпер Астамур Будба стреляет из 2 винтовок СВД с оптическими прицелами. Пуля проходит через живот насквозь. Врачи бьются 2,5 месяца. Множественные операции. Искусственная кома. Один раз япончика возвращают после клинической смерти, но 9 октября он умирает от перитонита. Ему было 69 лет. На похоронах на Ваганьковском кладбище больше 500 криминальных фигур со всей страны. Заказчик – вор Илья Симония по кличке Махо. Старые счеты из 90-х. Но убийство япончика – это лишь пролог. 16 января 2013 года, 2 часа дня. Поварская улица, ресторан «Каретный двор», привычное место деда Хасана. С 6-го этажа соседнего дома снайпер стреляет из бесшумной винтовки «Вал». Первая пуля в шею, за ней еще 5 выстрелов. Дед Хасан теряет 4,5 литра крови. Шея буквально разорвана бронебойной пулей. Он умирает в реанимации Боткинской больницы. Ему было 75. Марк Галиотти, ведущий мировой эксперт по русской организованной преступности, автор книги «The Worry», написал тогда: «Пуля, убившая Усаяна, положила конец целой эпохе». Через 40 дней больше 200 воров собрались в московском отеле «Корстом» на поминки. Полиция устроила рейд, но воры знали заранее и зашили все карманы на одежде, чтобы полицейские не смогли подбросить наркотики. Грузия отказалась принять тело для захоронения в Тбилиси. Деда Хасана похоронили на Хованском кладбище до рассвета. И вот здесь начинается главное. 14 февраля 2019 года. День Святого Валентина. Путин лично вносит в Государственную Думу законопроект, которого российское право еще не знало. Статья 210.1 Уголовного кодекса. Занятие высшего положения в преступной иерархии. Суть революционная. Впервые в истории России криминализируется не действие, а статус. Ты не должен никого убить, не должен ничего украсть. Достаточно того, что ты вор в законе. От 8 до 15 лет колонии строгого режима. Штраф до 5 миллионов рублей. Условные сроки запрещены. Депутат Атари Аршба, бывший офицер КГБ, заявил с трибуны: «Мы должны покончить с этим государством в государстве». Модель была не нова. Грузия сделала это раньше. В 2005-м Саакашвили подписал закон, криминализирующий сам статус вора. Результат – за 3 года полиция задержала 70 воров. Остальные бежали, большинство – в Россию. По иронии судьбы, именно туда, где через 13 лет их настигнет тот же закон. Как доказывают? Криминальные татуировки, воровские звезды на коленях и плечах, публикации на сайте Prime Crime, суды официально ссылаются на них. Показания свидетелей, оперативные данные о коронациях и сходках, тюремные малявы и самопризнание. Воры нашли контрстратегию. На вопрос следователя «Вы вор в законе?» отвечают: «Для вас нет, а кому надо знать, знают». Но закон работает. За 5 лет 44 обвинительных приговора. Еще 10 в 2025-м. Больше 60 воров бежали из России сразу после принятия закона. А теперь конкретные люди и их судьбы. Шакро молодой, Захарий Калашов. Возможно, самый влиятельный вор последнего десятилетия. Родился в 1953-м в Тбилиси. Пережил не менее 10 покушений. Арестован в Объединенные Арабские Эмираты, экстрадирован в Испанию. 7,5 лет за отмывание денег и штраф 20 миллионов евро. Вернулся в Россию в 2014 году. Занял место убитого деда Хасана. Ввел мораторий на новые коронации. 12 июля 2016-го ФСБ арестовывает его в Москве. И тут вскрывается такое, от чего вздрогнула вся система. Вместе с Шакро задерживают заместителя главы Следственного управления Следственный комитет по Москве, начальника собственной безопасности Следственного комитета, его заместителя. Все за взятки от Шакро. Позже арестован и глава Главное следственное управление Следственного комитета. 12 лет. Суд официально назвал Калашова лидером криминального мира России. 9 лет, 10 месяцев. В марте 24-го вышел по УДО.
Шишкан. Олег Медведев. Босс всех боссов. Коронован в 1992 году при поддержке самого Япончика. После ареста Шакро избран ворами первым номером России. Арестован 15 июля 2019 за 4 дня до собственного юбилея на 300 гостей. Обвинения: организация преступного сообщества, убийство депутата Татьяны Сидоровой вместе с семьей, тела закопали в карьере на 7 лет, бандитизм, вымогательство. 10 июня 24-го приговор. Пожизненное заключение. 3 соучастника тоже пожизненное. Содержится в колонии «Полярная сова». Пичуга. Юрий Пичугин. Создатель самой мощной ОПГ на русском севере. Контролировал всю республику Коми. Арестован в 17-м. Суд длился 3,5 года. 700 свидетелей. Приговор пожизненное. Лоту Гули. Надир Салифов. Контролировал оптовые рынки по всей России. После гибели Япончика, деда Хасана и ареста Шакро практически не имел конкурентов. 20 августа 2020-го. Анталья, Турция. Собственный телохранитель входит в номер и 4-жды стреляет ему в голову. Убийство произошло в годовщину убийства другого вора, Равшана Ленкоранского. Ровно 4 года. Статья 210.1 — лишь верхушка айсберга. Государство использовало целый арсенал. Тюрьмы. Еще в 80-х генерал Василий Сныцарев создал в колонии «Белый лебедь», это Соликамск, Пермский край, специальное отделение для перевоспитания воров. Через него прошли 4500 рецидивистов. Около 130 воров были раскоронованы. Методы: принудительные письменные отказы от статуса, пресс-хаты, камеры с суками, которые физически и психологически давили на воров, фиктивные диагнозы смертельных болезней с предложением лечения в обмен на отказ от титула и принудительный труд – фундаментальное нарушение Воровского кодекса. Если вор берет в руки метлу, он больше не вор. Депортации. 2006 год. Российско-грузинский кризис. Полиция проводит зачистки грузинских ресторанов, казино, рынков по всей Москве. Из России депортировано не менее 2600 граждан Грузии. Школы просят предоставить списки детей с грузинскими фамилиями. А ведь большинство воров — грузины. Помните статистику? 242 из 432. Удар был точечным и разрушительным. Деньги. Декабрь 2017-го. Минфин США в рамках санкций против транснациональных преступных организаций включает в список воров в законе как организацию целиком. Калашов, Шушинашвили, Пичугин, Тюрин, Тахтахунов – все под санкциями. Активы заморожены. И, наконец, международное давление. Проект Интерпола «Миллениум» специально нацелен на сети воров. В 2013-м одновременные аресты 18 подозреваемых, включая 13 воров в 6 странах Европы. Впервые столько воров арестованы одновременно. Цифры беспощадны. 90-е – больше 1000 воров. 2019 – 442 по всему миру. Из них на свободе в России около 70. 2025 – на свободе в России осталось около 30. Из 400 оставшихся в мире лишь 30 старых воров советской закалки. Порядка 170 – так называемые апельсины. Те, кто купил свой титул за деньги. Подделка, симулякр. В декабре 24-го вор Парамонов написал письменное заявление начальнику колонии. Публично отрекся от воровских традиций. Еще несколько лет назад это означало смерть. Сейчас это стратегия выживания. И вот здесь самый важный вопрос. Если воры уничтожены, значит ли это, что преступность побеждена? Нет. Глава московского уголовного розыска генерал Зиновьев сказал «Коммерсанту»: организованная преступность образца 90-х ушла. Самую большую опасность сейчас представляют этнические преступные группы. Но главными новыми хозяевами стали не бандиты, а силовики. Галиотти описал механизм так. При Путине высокопоставленные офицеры безопасности проводили встречи с бандитами и объясняли: любые действия против государства приведут к жестким репрессиям. Но при этом бандиты могут оставаться бандитами. При одном условии – государство – это самая большая банда.
Исследования досье Центра задокументировали, что в некоторых городах действовали организованные преступные группы, состоявшие из реальных бандитов, бывших сотрудников КГБ, действующих офицеров ФСБ и МВД. Доклад аналитического центра Глобсек за 25 год констатировал: к началу 2000-х силовики позиционировали себя как новое дворянство. Мафия стала одной из ветвей правительства. И вот парадокс. Когда осужденный соратник Шакро, бывший майор ВДВ Батыр Бекмурадов, получивший 15 лет за вымогательство, отправляется воевать и получает помилование, когда сам Шакро выходит по УДО, когда киберпреступникам позволяют обогащаться при условии, что их навыки доступны государству, это уже не борьба с преступностью, это управление ею. Марк Галиотти сформулировал это лучше всех. Может быть, не воры исчезли. Может быть, все стали ворами. И воровской мир в конечном счете победил. Институт воров в законе, уникальное порождение ГУЛАГа, просуществовавшее почти столетие, умирает как формальная структура. Но криминальная логика, понятие «общак», «крыша» проникла в само государство. Из 1000 осталось 30. Воровской мир, которого больше нет. Или воровской мир, который стал всем.